Ну что, друзья, вот оно обновление до 24 части, вот он я, сбежавший с больничной койки, и давайте поговорим про обновление до eFootball 2024. Наконец-то мы дождались завершения технического обслуживания, наконец-то мы получили это долгожданное обновление. Кто-то им доволен, кто-то недоволен, в общем, все как и всегда, поэтому давайте я вкратце поделюсь своим мнением, ну а вы же своим поделитесь в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своим большим пальцем вверх, это поможет мне поскорее вернуться в строй. Ну и обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Итак, по традиции, как оно и бывает в обзорах подобных обновлений, мы начинаем с веса обновления. В этот раз обновление получилось таким вот увесистым, и в принципе это заметно на всех платформах. Например, на ПК вес обновления составил 15 гигабайт, на PlayStation 5 10 гигабайт, в кои-то веке на PlayStation 4 не 30, не 40, а просто 21 гигабайт, и только на Xbox 29 гигабайт. В принципе, как мы обсуждали с вами ранее, как и об этом и писал Гальвания, с визуальной точки зрения, в принципе, игра вроде бы претерпела изменения, но и не сказать, что существенные. То есть, не поймите меня неправильно, то есть, произошла самая, что ни на есть, полировка всего того, что у нас было. Игра стала выглядеть намного приятнее, нежели раньше, но в глобальном плане, по сути, ничего не изменилось. То есть, это даже не графика PES 2021. Я не говорю, что это плохо, но и лишний раз не стоит преувеличивать. Мне очень понравилась визуальная составляющая, что касаемо болельщиков на трибунах, новых кат-сцен перед матчами и то, как отображается ход матча на поле, то есть я говорю про стирающийся газон по ходу матчей, это теперь тоже отображается, и это на самом деле круто. И самое главное, что касаемо визуальных изменений, это добавление погодных условий, только опять с небольшим но, которые доступны в товарищеских матчах с искусственным интеллектом. В дивизионах они все так же остаются недоступными. Но что касаемо их реализации, то здесь тоже трудно пожаловаться, потому что погодные условия в виде снега, дождя выглядят очень даже здорово. Konami здесь не получится ни в чем упрекнуть, разве что только в том, что нам пришлось ждать подобного несколько лет. А так, опять же повторюсь, выглядит здорово, и увиденное мне на самом деле нравится. Если приглядеться, то у футболистов также немножко изменились модельки, футболки теперь немножко сидят по-другому, но опять же это все изменения, если присматриваться. Если смотреть на геймплей издалека, с обычной камеры, то наверняка вы всего этого не заметите, или заметите далеко не сразу, поэтому в этом вся суть. Игру отполировали, но глобальных изменений не произошло. Касаемо геймплея, я не буду лукавить, у меня все еще нет возможности заценить геймплей, неважно, будь то против искусственного интеллекта или против реальных людей, а поэтому предлагаю поговорить о геймплее как-нибудь отдельно на неделе следующей. Но если исходить из того, что я успел прочитать за все это время, то, как и всегда, люди разделились на два лагеря. Кому-то обновленный геймплей зашел, а кто-то, наоборот, считает его еще более аркадным, нежели раньше. Но, как оно и бывает в подобных ситуациях, правда где-то посередине. Поэтому от своих комментариев я, по сути, воздержусь. В принципе, заметно, что добавили новые анимации, это выглядит здорово, но насколько сильно изменился игровой процесс, тут уже я ничего сказать не могу. Как и присущим подобным обновлениям, в файлах игры было найдено куча различного контента, однако, как оно и бывает, не весь этот контент используется в игре. Я говорю про кат-сцены, некоторое оформление для матчей, упоминание некоторых режимов и так далее, и так далее, и так далее. Как и всегда, были найдены файлы про Мастер-лигу, были найдены какие-то файлы, касающиеся нового онлайн-режима, который называется вроде «Моя лига». Все это содержится в файлах игры, но по сути все еще не используется. И остается лишь один вопрос: когда Konami это задействуют? Но, увы, здесь без ответа. Ну и после обновления в игре стартовал первый сезон в рамках eFootball 2024, и что можно сказать насчет него? В принципе, сезон ничем не отличающийся от всех предыдущих. Те же самые ивенты, те же самые паки, только немного с другими наградами, только немного с другими футболистами. А так, все по-старому. Да и в принципе, первый сезон будет длиться всего ничего, а именно чуть меньше месяца, что говорит о том, что в принципе это... не то чтобы сезон, на который делают ставку, и, скорее всего, это сезон, в котором не сказать, что будет очень много контента, поэтому вам стоит, скорее всего, приготовиться именно к этому. Ну а так, что можно отметить из нового? У эпических карточек изменился дизайн, как по мне, они стали выглядеть еще более круто. Для донатных карточек добавили новый буст в виде усилителей, которые усиляют некоторые характеристики выше 99 пунктов. Ну и, конечно же, добавили новые фамилии, а именно фамилии, которые мы увидим в рамках эпических паков.
например, Фрэнк Рибери, Андрей Шевченко, ну и так далее. Также можно еще упомянуть про отдельный премиум пак с Лионелем Месси, который появился вот так вот из ниоткуда, и который можно приобрести либо в самой игре, либо в качестве DLC на любой другой платформе, кроме мобильных устройств. На мобильных устройствах пак доступен только исключительно внутри самой игры. Пак содержит, естественно, карточку Месси и 10 карточек других футболистов, а также различные плюшки в виде очков для прокачки навыков, ну и так далее. Что же касается карточки Лионеля Месси, то, в принципе, люди, которые ее приобрели, говорят, что хорошая, то есть одна из лучших его версий. И это с учетом того самого буста, который завезли вот недавно с этим обновлением, а именно с конкретными усилителями. Ну и подводя итог, что же можно сказать? Как я и писал в своем телеграм-канале и в группе ВКонтакте, опять же подписывайтесь, если не подписаны, складывается такое невольное впечатление, что Konami как будто бы не дожали. Не дожали момент, чтобы создать побольше шуму. То есть, не поймите меня неправильно, это не разговор о том, что вот, опять всего мало, опять говно, опять Konami ничего не сделали. Нет, скорее в том, что они в принципе сделали все, что могли, все, что от них зависит по сути, но такое ощущение, как будто бы они чего-то не договорили, как будто что-то недопоказали. И вот складывается какое-то ощущение неполноты, неполноценности. И лично у меня сложилось такое впечатление, что еще до начала первого сезона в игре, когда только-только вышли обновления на мобилку, на другие устройства, шуму как будто было побольше. Когда же стартовал сезон в игре, в принципе, как будто, тихо все прошло. Не знаю, может быть это только мои впечатления. Ну а так, что касаемо визуальной составляющей, то все изменения мне очень даже нравятся. Опять же, повторюсь, погода выглядит очень здорово. Ждем, когда ее добавят в матчи дивизионов. Ну а касаемо геймплея, новые анимации. Konami их продемонстрировали наглядно в одном из трейлеров, то есть анимаций было добавлено очень даже много. Но как оно все чувствуется в моменте, в самом игровом процессе непосредственно, я уже, к сожалению, отметить не могу. Это разговор на следующий раз. Ну а ваше же мнение, дорогие друзья, я, как и всегда, буду ждать в комментариях под этим роликом. Пишите, что вы думаете насчет всего увиденного, как оно вам, как вам чувствуется новый геймплей, как вам новый дизайн эпических карточек, как вам новая карточка Месси. Пишите, делитесь, с радостью все прочитаю. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, так вы поможете его продвижению, ну и поможете мне поскорее вернуться в строй. Подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня же на этом все. Желаю вам поменьше гандикапа и неоднозначных моментов. Всем удачи и до скорых встреч!